Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Сегодня 17 августа. Такая достаточно непростая, сложная дата, 17-19 августа. Давайте начнем с недельного графика индекса VIX, страха и волатильности. Соответственно, VIX, в общем-то, уже на протяжении прошедшей недели показывал, что здесь, скорее всего, исчерпан потенциал для снижения VIX. Ну и, соответственно, если потенциал для снижения VIX исчерпан, как мы наблюдали на предыдущей неделе, то это приводит к тому, что как минимум развивается движение в рамках диапазона. Здесь диапазон 21,5, ну и рубежное значение 18,5 промежуточное вот здесь. И вот эта пружина в VIX, она начинает разворачиваться, соответственно, рынки начинают из-за этого проседать. На текущий вопрос меня вот интересует движение по VIX на протяжении этой недели, следующей, будет или не будет пробой значения 21,5-21,7. Если это происходит и он здесь начинает торговаться, то скорее всего цикл вот этого ослабления VIX и роста рынков он подошел к концу. И начинается попытка корректироваться. Вопрос с учетом объема денежной массы, конечно, спорный, насколько быстро эта корректировка и насколько глубоко по рынкам будет развиваться, но VIX указывает на то, что мы где-то близко к той точке, где должна быть просадка. Так, вот часовой график VIX, ну смотрите, когда вот такие рваные начинаются вещи, это говорит о том, что система, она дестабилизировалась и она постепенно начинает коллапсировать. Так, друзья, далее индекс доллара, ну смотрите, здесь по сути, все вот это волшебное движение на ослабление доллара, оно было выбито в один момент. Просто вообще хоп и нету. Сейчас речь идет о том, будет или не будет пробитие 93,2. Если пробой сегодня-завтра происходит, то весьма вероятно отсюда развивается импульс движения, у которого уже промежуточная цель будет 95,5. Так, друзья, далее нефть. Ну смотрите, соты на самом деле показывали, что какой-то определенный откат он на предстоящей неделе произойдет, потому что там по ключевым активам было сдувание лонгов у спекулянтов. Что касается нефти, ну вот здесь четкий уровень 68,8. Вот если этот уровень пробивается устойчиво и начинается под ним торговля в этом диапазоне или ниже, то наиболее вероятно, что следующая цель будет 66.25, но с учетом вот этой траектории движения 66.25 может здесь не устоять и, соответственно, может вполне отсюда развиться коррекционный откат. Целью этого коррекционного отката находится вот здесь вот в районе 56,5-56, вот в этом диапазончике. Но опять же, пока здесь устойчивого пробития 68,8 нету, говорить о том, что нефть все там посыпалось, я думаю, преждевременно. Конечно, когда все начинает двигаться вперед или наоборот падать, то как бы все время эмоциональный фон игроков, он начинает двигаться вместе с этим активом. Но на самом деле, если вы посмотрите, не бывает абсолютных падений, ну, за некоторым исключением, когда там реально что-то происходит страшное. И все время отскоки, они неизбежно следуют после того, как происходит просадка. Так, друзья, если переходить на часовик по нефти, то здесь, ну, вот это движение, которое было, оно пробивало ранее уровень 68,8, но здесь его откупили, и далее, видите, сегодня торговля, она, в общем-то, шла выше 68,8, не дают этот уровень взять. Как только к этому уровню приближается, сразу начинается мощнейший выкуп. На текущий момент, несмотря на вот это вот страшное хозяйство, которое здесь нарисовалось, я думаю, 68,8 будет пока что это движение удерживать. Если рынки не сыпанутся, то, соответственно, мы вот в этом консолидационном диапазоне, ну даже вот расширенном, 74-68,8, завтра весьма вероятно будем торговаться. Сейчас на текущий момент локально решается задача пробития 69,15. Если вот это значение пробивается, то уходит на тестирование 68,8. Вот. Но опять же, с моей точки зрения, пока что нету оснований для пробития этого уровня. Какой-то коротенький прокол может быть, но потом, скорее всего, будет откуп
И пока что движение в этом диапазоне. Но это то, что касается сегодня и завтра первой половины дня. А в том случае, если все-таки возникает пробой 68,8, скорее всего сразу пойдет тестирование 66.25, там на 60 с копейками, может не задержаться, может сразу кольнуть 66.25, потом отскочить на 67,3. Так, друзья, далее S&P 500, это SFD на фьючерс, соответственно, да, сегодня такая страшная штука нарисовалась. И вопрос большой, закрытие выше 4450 или ниже. Если ниже, то весьма вероятно завтра, а может быть уже и сегодня, если сейчас будет пробит уровень 4420 или 4420, то соответственно весьма вероятно будет тестирование 4400. Вот 4400 здесь очень сильная плита, и соответственно если пробой этого уровня происходит и начинается под ним проторговочка, то скорее всего вынесут вниз, и здесь уже цель движения возможно будет 4260. Опять же, тут прямо такого армагедца я пока еще не наблюдаю, но когда вот такой шквальный рост произошел, то просто необходим какой-то коррекционный откат, и после этого попытку удержать позиции и отбиться от уровня 4400, например. Так, друзья, далее давайте посмотрим золото, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, золото на самом деле цели движения на 1794 вполне успешно и очень быстро сделало. Ну, 1800 сразу быстро взять не получилось и, скорее всего, не получится. Какая-то проторговочка в диапазоне 1775, 1795 она должна быть. Вот, да, сегодня как бы рисуется такая страшная картинка, которая указывает на то, что золото вот-вот должно пойти вниз. Но здесь надо понимать, что это движение, это, во-первых, небольшая коррекция перед их после такого роста. И второй момент, реакция на резкий рост индекса доллара. То есть, либо, если прекратится такой рост индекса доллара, либо оно привыкнет к нему, то, соответственно, вот у нас цель движения в районе 1814. Вот здесь проходит, и сюда его будут стремиться натянуть всеми правдами и неправдами. Так, друзья, ну смотрите, часовик у нас по золоту просто заглядение, потому как здесь есть все признаки того, что сейчас отсюда будет отскок, и цель этого отскока движения 1792-1794. Вот куда-то сюда, в этот диапазончик в идеале. Соответственно, критерий того, что этого отскока не будет, это повторное движение вниз сейчас и пробой 1780-1785. Это если смотреть по комиксу, ну там, соответственно, некоторая корректировка там в 0,5-1 доллар, она будет на российский рынок, на российский фьючерс по золоту. Так, друзья, ну если копаться в причинах, что там, откуда такое пошло движение, там ФРС будет сокращать там количественное смягчение, сегодня еще выступление там сановников от ФРС. На самом деле вот с утра оно и ломанулось из Китая, и судя по всему вот это движение по Китаю вниз, оно пока еще не закончилось. Завтрашний день, конечно, покажет, будет или не будет здесь тестирование вот этого значения 4672. Вот. Но с учетом динамики движения, которая здесь происходит, я думаю, все-таки должна просадка по Китаю продолжаться вниз. Вышли из диапазона, не удержались, и, соответственно, сразу меняются цели и ориентиры движения. Но если переходить на недельный график, пока еще по Китаю ничего страшного не произошло, оно произошло раньше. Соответственно, здесь остается только ожидать, будет, не будет пробития 4600-4670 вот этого диапазона. Если он будет, то тогда, скорее всего, дела действительно пойдут плохо, и, соответственно, Китай посыпется на 3840. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, невзирая на то, что такой швах по Америке и даже скорее по Китаю, по Америке-то там понятно, там просто коррекционный откат от бесконечного роста. С Китаем ситуация гораздо сложнее и напряженнее. Вот, ну, реакция достаточно вялая у рубля, как это ни парадоксально. Движение в рамках консолидационного диапазона 73.65, 73.3, соответственно, здесь
вот этот уровень. Вопрос, будет или не будет он сегодня-завтра пробит. Если он будет пробит, то дальнейшее движение, у которого цель будет 74,1, оно, возможно, пойдет уже с огоньком. Так, друзья, давайте на часовик перейдем. Но смотрите, здесь на текущий момент ситуация в следующем заключается. Идет, с одной стороны, вот эта страшная кракозябра разворотная. Ну, кто-то здесь узрит перевернутую голову и плечи. Может быть, просто можно назвать кракозябр разворотной. Вот у этой фигуры, у тех, скажем так, движений, которые здесь были, цель движения находится в районе 74,1. То есть на этой неделе, скорее всего, мы эту цель сделаем, возможно, даже завтра. Вопрос в пробитии вот этого диапазона, как он произойдет. Сегодня, судя по наметившейся тенденции, здесь, скорее всего, будет попытка потестить 73,4 и проторговаться в этом диапазоне. Если сейчас на вечерке пойдет движение вверх и будет пробой 73,55, 73,60 вот этого диапазона, то весьма вероятно мы сегодня закрываемся где-то в районе 73,7, 73,75. Если сейчас вот этот пробой не происходит, то здесь у нас идет болтаночка и попытка сходить на 73,4. Но, обращаю внимание, здесь все движения у нас в паре рубль-доллар, как бы там ни рос RGBI, еще там что ни происходило, все равно все укрепления рубля, они потом приводят к тому, что доллар начинает расти. Но как ни крути, даже вот на часовом таймфрейме это видно, что здесь вроде как был провал, рубль укрепили, но опять же, как только он до какого-то значения ключевого, тайно центробанковского, например, 73.15 доходит, его отсюда сразу начинают тарить и вести наверх. Так, друзья, ну и вот евро-рубль, дневочка. Смотрите, тоже здесь вот все как бы цивилизованно, диапазончик 86, 86, 75, соответственно, все движение в этом диапазоне происходит. Не пускают ни туда, ни сюда его, пока не пускают. Вот, здесь, соответственно, если у нас 85,9, 85,95 пробивается, то начинается волна укрепления рубля дальнейшая. На самом деле, я думаю, такого не будет. Здесь уже все, хворост высушен, и все готово к тому, чтобы пробить 86,75. Ну и первая цель движения вот сюда на 87,37, 87,4. Если на часовик переходить, здесь фактически локальная и глобальная цель 86, она отработана. Разворотная формация весьма вероятно сегодня либо завтра отсюда будет отскок. Цель этого отскока — первое движение в район 86,5. Соответственно, если возникает противоход и пробой 86, 85, 95, то мы увидим укрепление рубля. Цель движения будет в районе 85,5, потом 85. Но я думаю, сейчас такой сценарий маловероятен. Несмотря на слабость евро, скорее всего, мы сегодня-завтра получим коррекционный отскок. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Немножко цель не доделали. Помимо всего прочего, там масса опционов. На экспирации в четверг висит ставка, что будет выше 172 тысячи. Если на часовик переходить, сейчас должно быть движение. Первая цель внизу 167 тысяч. Если дальше идет пробой 166 850, соответственно, цель движения, вот эта оранжевая линия, 165 500. Ну, здесь в чистом виде разворотная формация. Вот, соответственно, ну сюда как минимум, я думаю, очень высокая вероятность движения. Может быть, сегодня-завтра затянут и сюда. Опять же, если движение вот сюда сегодня не происходит, то, я думаю, наиболее вероятный сценарий после консолидации в районе этих значений попытаться подтянуть его еще повыше. И невзирая на тот ужас, на те движения, которые по Америке идут, ну как-то вот особо даже и нету ничего такого страшного на падение фьючерса на индекс РТС. Ну прям вот даже какой-то разворот, он нехотя происходит без особого огонька. Так, друзья, ну и давайте календарик посмотрим. Немножко структуру поменял, потому что уж очень там графики интересные сегодня.
Так, ну сегодня по Евросоюзу вышла статистика по ВВП. Год к году, ну она приблизительно такая, как ожидалось, плюс-минус. Тут, ну не знаю, это вот снижение, с моей точки зрения, это в пределах погрешности. Ничего страшного нет. Да, такой динамики у еврозоны пока что, как у Соединенных Штатов, нет, но здесь скорее всего, с моей точки зрения, Европа, она просто как догоняющий паровоз идет, когда Соединенные Штаты начинают проседать, и Европа набирает обороты. Так, ну вот действительно то, что неприятно, базовый индекс розничных продаж и объем розничных продаж в Соединенных Штатах начали падать. Америка это целиком производство прибавочной стоимости на услугах, в том числе на продажах услуг, розничных товаров. И поэтому вот эти показатели, конечно, для США, они обескураживающие, ну скажем прямо. С другой стороны, по поводу надвигающегося ужесточения со стороны ФРС. Но смотрите, ФРС какое-то ужесточение будет вводить только в двух случаях. Первое, если они понимают, что все хорошо и надо убирать, пока все не свалилось. И второе, что все очень плохо, но если не убрать, будет еще хуже, потому что деньги, они просто, ну, они перестанут работать, они уже как бы не очень эффективно вновь производимые денежные единицы в виде различных инструментов не очень эффективно уже работают. Вот. И, соответственно, то есть действительно, если начнется серьезный обвал, движение вниз, может возникнуть такая ситуация, когда увидят, что возникает как это обратная тяга. Когда деньги печатают, инфляция растет, а роста нет, и все еще и валится. И вот в этой ситуации вполне может возникнуть, на первый взгляд, парадоксальная реакция, когда ФРС на падающем рынке начнет ужесточать свою монетарную политику. Но на самом деле здесь никакого противоречия нету. Надо просто четко понимать, что западные центробанки и ФРС, они привязаны не к тому, что вот там всегда, если там количественное смягчение, то все будет расти. Нет. Они привязаны к экономическому эффекту. Многие люди это не понимают. То есть они как бы думают, что вот должна быть какая-то волшебная цифра, и эта волшебная цифра, она по мановению руки, если достигается, все сразу хоп, и развернулись, хоп, и перепрыгнули. Нет, ничего подобного. Они смотрят на комплексную ситуацию в экономике. Для них самое важное, что? Чтобы экономика, она отскочив, продолжала расти и не вернулась назад в штопор. А американская экономика – это рынок труда, розничные продажи, услуги. Соответственно, вот эти показатели, они их мониторят в первую очередь и ориентируют свою политику, исходя из них. Но при этом надо четко понимать, что все в мире и в экономике, и в нашей жизни определяется количеством и пропорциями. Что-то в определенных количествах лекарства, это то же самое в других количествах уже яд или токсин. И поэтому говорить, что вот они по-любому будут заливать, они будут заливать ровно до того момента, пока, по их мнению, этот залив он будет приносить положительный эффект. И либо вызывать экономический рост, либо как минимум без большого количества негативных последствий удерживать на плаву. Если все будет падать, и они увидят, что печатание денег не дает результата, то они, скорее всего, действительно в такой ситуации, они либо выступят с жестким заявлением, или же они начнут ужесточать свою монетарную политику. Потому что, как известно, денежная масса, которая она не работает, она начинает все затапливать. А сейчас парадокс заключается в том, что денежная масса перестала работать. И поэтому, да, с одной стороны, действительно, пока идет приток средств на рынок, идет рост. Но этот рост, он подобен пузырю, который может привести к тому, что в любой момент разразится какое-то негативное событие. Это либо банкротство какой-то крупной компании-застройщика, либо банка, либо какой-то резкий рост геополитической эскалации. Вот Афганистан, казалось бы, да, то есть он там ни на что не влияет вообще, вот он на Соединенные Штаты. Те, кто, допустим, говорят, что вот там пошло падение геополитического влияния Соединенных Штатов. Но все на самом деле очень относительно. И с моей точки зрения, при всей
прискорбности ситуации в Афганистане, я так понимаю, ну, во всяком случае, это мое субъективное мнение, что эту новость, вот эти события, их специально препарировали к определенному событию, чтобы его покрыть. И сейчас специально активно муссируют и раскручивают в средствах массовой информации. Да, то, что происходит там, трагедия. Нет ничего дороже, чем жизнь и судьба людей, которые там пострадали. Но, к величайшему сожалению, мир, он, увы, циничен весьма. Если надо какое-то великое зло покрыть или затмить, то используют как раз такого плана события, когда начинаются вот такие глобальные расколбасы, в которых страдают люди. Все это дело сначала вовремя активизируется, потом раскручивается, и под это дело, под этот коктейль, как-то незаметно можно и рынки уронить, и Великую депрессию начать, и все что угодно другое замутить. Здесь просто надо четко понимать. Бытует мнение, что вот рост геополитической напряженности в Афганистане, он там всю мировую экономику выведет из равновесия. Нет. На самом деле, как бы, если даже посмотреть на карту, на экономику, на ситуацию, то эта страна, она практически ни на что не влияет. Если только региональные, то там на среднеазиатские страны бывшего Советского Союза. То есть здесь именно события подготовили, заточили, запустили, раскрутили, а сейчас уже можно делать все что угодно, пока будут в ужасе обсуждать, что там происходит. Друзья, это мое субъективное мнение. Сегодня немножко по-другому. Нельзя повторяться каждый раз. Должна быть какая-то изюминка, какой-то поворот событий для того, чтобы люди взбодрились и не привыкали к рутине. Все, спасибо за внимание, всего наилучшего, успешных торгов, хорошего вечера.